Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это гороскоп на неделю с 12 по 18 января 2026 года. Да, дорогие, добро пожаловать в 2026 году. Это первое видео в этом году. Я надеюсь, буду вам очень много полезных гороскопов в этом году рассказывать. Естественно, я вам всем желаю успехов, силы воли, силы духа, мудрости и терпения. Я знаю, что сейчас век не любви к терпению, но тем не менее трудности мы можем перебороть только с терпением. Поэтому здесь мы должны совсем справиться. Это такой очень мощный гороскоп, который будет в этой неделе, потому что эта неделя, она нас будет на самом-то деле направлять. И сколько силы мы и мудрости, естественно, вложим в эту неделю, от этого будет зависеть конец января и февраль 2026 года. А если вы, опять же, не смотрели годовые прогнозы или же прогнозы на сезон, то есть это на зиму 2026 года, в конце видео я прикреплю эти ролики. Заходите в папку, смотрите свой знак зодиака и понимаете, как планировать свое время. Итак, ребята, это гороскоп на неделю подходит абсолютно всем знакам зодиака. Градации здесь никакой нет. Настроение, тенденции недели, что нас ждет, какие дела можно сделать, какие лучше отложить для того, чтобы максимально гармонично сложить свою жизнь, события, желания, все то, что нам хочется, что это было максимально приятно и продуктивно. Опять же, для чего мы смотрим гороскопы? Для того, чтобы нам стало хорошо. Не оголделый оптимизм, а для того, чтобы стало реально понятно, что же делать с этой жизнью. Поехали. 12 января у нас понедельник, и уже хочу сказать, что даже с воскресенья, вторая половина дня воскресенья, уже будет чувствоваться такая внутренняя сила и мощь, потому что Луна переходит в знак зодиака Скорпион, и вообще на этой неделе Луна будет идти по сложным знакам. Это Скорпион, Стрелец и Козерог. То есть это те знаки зодиака, которым хочется больше. Это достигаторы, это максималисты, это большие цели, большие масштабы, размахи. И, как правило, если эти знаки зодиака или когда у нас Луна находится в этих знаках зодиака, мы чего-то не достигаем, то потом у нас возникает такое чувство сожаления, потому что особенно, когда Луна переходит в знак рыбы, то есть это внутреннее чувство сожаления, переживания, где-то депрессивное состояние, но это у нас будет другая неделя после 18 января. И да, если смотреть общую тенденцию недели, то у нас всю неделю соединяется с телиум это Меркурий, Марс, Солнце, Венера, все вместе. И к концу недели они подкатятся к Плутону. Все видят вот эту интересную историю, и она обязательно случится. И да, всю неделю у нас точная оппозиция Юпитера как раз-таки со всеми этими планетами. Что дает Юпитер? Юпитер – это планета социальная. Это планета экзистенциального кризиса, когда мы понимаем, что мы ничего не достигли, не добились. Это разочарование в профессии, в обществе, в социуме. И если вы смотрите этот гороскоп, можно сколько угодно говорить, что вы не социальны, но особенно оставляя комментарий, то есть важно оставить свой след где-то, важно оставить свое мнение, это говорит в прямом смысле о том, что вы человек социальный. И эту историю тоже нужно понимать. Мы здесь все с вами социальные, поэтому здесь, конечно же, Юпитер будет очень сильно вот такую нотку разочарования давать. Почему разочарование? Потому что это напряженный аспект к Солнцу, к Венере, к Марсу и Меркурию. Разочарование в чем? В любви, в финансах, в своем партнере 100% это так, потому что и Венера, и Марс, и мужчины, и женщины здесь, в наше внутреннее эго, наше я, наше состояние, когда мы не подняли свою планку или когда мы отказались от своих целей в жизни, они могут быть связаны как с работой, профессиональным статусом, как и с личной жизнью, любовными отношениями. Опять же, у нас работает ось рака и козерога. Рак про семью, дом, заботу, любовь и обнимашки. Козерог про статус,
про деньги, про финансы, про положение в обществе. То есть это тоже социальная история. И можно сколько угодно говорить, что нас это не волнует, но те, кого волнует, это прекрасно понимают. Это очень хорошая тенденция, когда мы понимаем, что мы недовольны. И вот все те, кто недоволен, честно себе берем, я всегда говорю, что карты желания – это хорошо, но быстро записанные свои цели и желания в блокнот, в ежедневник, книжечку максимально быстро и четко расставляют наши приоритеты. Поэтому наше недовольство может быть на этой неделе как просто ссоры, скандалы, так и судебные разбирательства. То есть захочется выяснять уже на таких больших, мощных, глобальных историях. Не могу вам сказать всем, что у всех получится судебные разбирательства. Не могу это сказать, потому что здесь еще и расходящийся аспект Сатурна с Юпитером. Тем не менее, две социальные планеты пытаются отвоевать статус, финансы, положение, свое настроение и свое мнение в том числе. Да? Здесь тоже это нужно учитывать. Но то, что жизнь в январе сейчас на этой неделе закрутится очень сильно, и к концу недели будет казаться, что мы все очень сильно ускоряемся, это объективно так. И да, судебные процессы, желание поспорить, поконфликтовать настолько, что можно испортить свою репутацию. Не надо так делать. Всегда смотрите свои границы. Все-таки и Венера, и Солнце, и Марс, и Меркурий в Козероге. Это знак, который стабильно нас тормозит. Затормозите с точки зрения, когда захочется своего Наполеона выпустить и испортить о себе мнение, свою репутацию, свою финансовую составляющую. Неделя в принципе плоха для того, чтобы делать импульсивные покупки, вкладываться в необдуманные бренды. История не очень позитивная. Спросите меня во всей неделе, что же хорошо делать. У нас стабильно к концу недели пододвигается весь этот стелиум, то есть соединение большого скопления количества планет. И здесь это все добро становится в гармоничном аспекте с Сатурном и Нептуном. То есть здесь очень хорошая история, когда вы ставите в своей жизни стабильность на первое место. Вам для стабильности нужно на приобретение, например, недвижимости. Очень хорошо будут покупки недвижимости к концу недели. И неделя следующая, с 19 января, очень хорошая история. Поэтому приобретайте, оформляйте, делайте сделки. Приобретение автомобиля то же самое. К концу недели у нас Марс в гармоничном аспекте, Марс, Венера, Солнце в гармоничном аспекте с Ураном. Уран – это всегда покупка техники, приобретение техники. Очень хорошая история для работы. Покупать себе какие-либо инструменты – это будет очень хорошая история. Если же говорить про переезды и миграции, тоже подготавливайте документы, будет нелегко. Аспект напряженный Юпитера – хорошая история в подготовке документов, но могут возникнуть какие-то трудности именно с заграничными поездками, с командировками, либо это будет как-то долго. К концу недели дела пойдут лучше, аспект начнет распадаться. В целом, если говорить по каждому дню, то у нас, конечно же, уже вторая половина воскресенья 11 января и понедельник 12 января, Луна в знаке Скорпион, когда нам хочется много, когда у нас цели, планы, дела, проекты, движения. Луна в гармоничном аспекте с Меркурием, гармоничный аспект с кармическими узлами. Делаем свое дело, идем вперед в работе, договариваемся, максимально договариваемся. Мы еще способны потрясающе договориться для того, чтобы не испортить все моменты, связанные с Юпитером, потому что Меркурий еще не в точной оппозиции с ним. И здесь очень хороший момент договориться о чем-то глобальном, большом, масштаб, размер на будущее. Очень хорошая история коммуникация, логистика, доставки. Будет получаться очень хорошо. Вообще большие такие мощные переговоры, сделки. Тоже история хорошая. Хороший день для работы. Большой такой, который откладывали на очень такой долгий срок. Хорошее время для присмотра финансовых историй, работе в бизнесе, в делах, больших проектах. Опять же, повторюсь, общение с сильными, влиятельными людьми тоже очень хороший день. И если говорить про вторник, 13 января, Луна у нас по-прежнему в Скорпионе, Луна по-прежнему в Скорпионе, очень хороший аспект с Сатурном,
с Юпитером, но при этом оппозиция будет уже во второй половине дня 100% с Ураном, когда нам хочется нечто вот такое вот, прям вот новое что-то такое сделать. При всем при этом сделайте что-то новое, большое, мощное, интересное для своей жизни, потому что, видите, здесь Луна встала в очень множество гармоничных аспектах, как раз-таки у нас и к Меркурию, и к Марсу, Солнцу, Венере. То есть здесь очень хороший такой масштаб на будущее, и Луна в оппозиции с Ураном дает тоже креативность. Да, это напряженный аспект, тем не менее, дает чрезмерную креативность, желание хайпа такого мощного, быстрого, желание легких денег. Аккуратнее, вот легкие деньги – это не та история. Потому что здесь может и сложиться история, хоть и на гармоничном аспекте с Нептуном, да, то есть с мошенниками от желания легких денег. Она будет не очень, то есть будет история не очень сложная, но она отложится как такой урок для жизни, что вот не надо так делать. Поэтому желание хайпа и легких денег – это история не очень будет складываться. Те же самые с играми история, быстро получить с помощью интернета деньги не получится. А вот если вкладывать в стабильность, если вкладывать такой масштаб на будущее, выстраивать фундамент для развития, будет получаться очень хорошо. Уже очень хорошо подходит история, связанная с недвижимостью, очень хороший день. Планировать сделки с недвижимостью, приобретение, какие-то основательные покупки, тоже хорошая история. Вложение, опять же, вложение в что-то легкое, хайповое, нет. А вот вложение в стабильное, там, например, покупку хочется сделать, украшение – хорошо, вложиться в недвижимость, да. Вот здесь вот автомобиль не очень хорошая история, либо что-то может случиться с автомобилем. Постарайтесь вот этот день как можно меньше, будьте аккуратны за рулем в том числе в этот день, потому что напряженный аспект с Ураном – это наша невнимательность всегда, особенно если мы торопимся. Если вы за собой замечаете эту историю, однозначно она может у вас проиграться, потому что если с вами это случалось ранее, значит, у вас в натальной карте есть персональный аспект, который к этому способствует. Тогда будьте аккуратны, если вы понимаете, что техника начинает давать сбои, если вы невнимательны за рулем, будьте аккуратны вот здесь. Вот такой день. На самом деле день очень мощный, если вы сам человек по силе такой активный или активная, да, то есть здесь очень хороший день для бизнеса, для финансовых сделок, в том числе для больших, мощных историй трансформации, приобретения недвижимости, для того, чтобы с размахом на будущее что-то такое очень хорошее в своей жизни сделать. Поиск хорошей работы, да, но если вы хотите уйти, чтобы насолить кому-то, подождите, подождите. Либо в понедельник, либо в среду уже тогда это сделайте, чтобы вот не портить кому-то настроение, не потому что вы хотите как-то вот для себя сделать хорошо. Если это в отместку, тогда это плохо. А если вот у вас внутренний порыв, и вы наконец-то собрались менять работу, тогда это очень хорошая история. Среда, 14 января, Луна в знаке Стрельца первую половину дня еще держится аспект Луны с Ураном, и при всем при этом первую половину дня 14 января Луна в соединении с Лилит. Это максимальные наши страхи. То есть если 13 января будет такое ощущение Наполеона, ощущение такого большого, мощного инженера, как будто мы все знаем о будущем, то 14 января, первую половину дня, у нас будет ощущение страхов, панических атак, что мы что-то не так делаем, не туда идем, поэтому здесь будьте аккуратны. При всем при этом, если не побояться своего будущего и честно максимально себе сказать, и опять же написать цели четкие по жизни, тогда получится очень хорошо, потому что все-таки Луна в очень потрясающем аспекте с Плутоном. Луна в гармоничном аспекте с Плутоном – это всегда наши хорошие отношения с женщинами, когда мы можем договориться с женщиной, даже когда не получалось ранее, но нам страшно, мы боимся, что у нас не получится. Неважно, мужчина или женщина сейчас смотрит этот гороскоп, но опять же, это вопросы больших сделок, больших вложений, хороших проектов. Луна в гармоничном аспекте с Плутоном – это очень хорошие деньги. Плюсом здесь Луна еще в гармоничном аспекте с Нептуном. Это творческие проекты, запуски хороших творческих проектов. И вообще, пока Луна находится в знаке Стрельца, история развития и масштаба на будущее – это
потрясающее время, это когда нам хочется сделать очень много и интересно. Когда нам хочется будущее свое не просто разукрасить, чтобы оно было наполненным, чтобы оно было интересным, чтобы это еще была финансовая составляющая у нашего будущего. И да, конечно же, большой масштаб и размах. От этого никуда не уйти. Потому что, опять же, если цели никакой нет, то никуда и не придете. Поэтому нужно писать цели в этот день, 14 января. Хороший день для сделок, бизнесов, творческих проектов. Вопросы иммиграции, пока Луна в Стрельце, тоже хорошая история. Может быть страшно, но а кому не бывает страшно? Всегда перед какими-то большими мощными изменениями в жизни нам страшно. И это нормально. Мы же люди все-таки. Идем дальше. 15 января. Это четверг. Луна в знаке Стрельца. Ее по факту не питают никакие аспекты. Есть такой момент рефлексии, подумать, чего же нам на самом-то деле хочется. Марс, Солнце и Венера уже откатываются от точной оппозиции с Юпитером. Только Меркурий, еще можно сказать, в точной оппозиции с Юпитером. И здесь вопрос, я всегда называю этот аспект горе от ума, когда две умные планеты находятся в оппозиции, когда мы не можем договориться, когда мы хотим навязать свое мнение, когда нам навязывают свое мнение, это то состояние, которое не любит никто. Поэтому здесь будьте аккуратны со своим мнением и понимайте, насколько оно влияет на вас и насколько вы своим мнением влияете на кого-то. Момент, когда можно сказать не то, что нужно для вашего будущего, когда можно испортить. Но если вы объективно понимаете, что именно на этой неделе у вас очень много переговоров, договорных историй, я не могу вам сказать, что этого делать нельзя, потому что это прогноз строится на транзитах. И еще есть очень много видов прогнозов, которые совпадают в плане одинаково все методы прогноза. Но в транзитах это именно напряженный аспект, когда нужно действовать через внутреннюю силу сопротивления. Это работает именно так. Это как раз-таки те моменты, когда мы наступаем своей гордости, своему внутреннему нарциссу на горло и понимаем, что сейчас нам лучше не говорить. Это будет хорошо для нашего будущего, для будущего нашей второй половинки, нашего оппонента. Это такой момент мудрости взрослой, потому что Юпитер – это планета мудрости, как ни крути, и всегда любой суд можно выиграть в разных вариантах. Вот такой момент, да, то есть любой суд, любой спор. Конечно же, здесь можно спорить очень сильно, а можно направить энергию Юпитера на развитие своего потенциала. Все юпитерианские вопросы, которые активны на неделе с 12 по 18 января, Юпитер – это заграница, командировки, наш социальный статус, работа, проекты, обучение. Это когда мы занимаемся пиаром, рекламой, но может быть не совсем легко или мы как-то не так понимаем. То есть очень хорошая история связана с Юпитером на самом-то деле. На этой неделе это нужно понимать, что во всех этих моментах, которые я рассказала, необходима мудрость, необходима деликатность в решении вопросов, и тогда все будет хорошо и работать на наше будущее, потому что все-таки, опять же, повторюсь, Юпитер всю неделю, хоть и в расходящемся, но в гармоничном аспекте с Сатурном. А Сатурн – это та планета, которая держит даже на расходящемся аспекте, уже аспект ушел, но Сатурн дает вот это приземление рационального, здравого, взрослого подхода. Так как говорится, почему взрослым людям 35 плюс, взрослым по документам, но не факт, что в голове. Почему людям после 30, вот 35 плюс, когда вот в 30 возвращается Сатурн, там 29-30, да, первый оборот вот так Сатурна, и потом у кого-то начинаются сложности в жизни, либо в 35, 36, 37 и 38, вот когда кармические узлы прям приходят. Почему вот здесь есть сложности в жизни возникают? Потому что многие не вырастают на самом-то деле. И это так, потому что ребенку во взрослом мире живется очень тяжело. И надо вот здесь в голове подрасти для того, чтобы к 40 принимать уже более взвешенные решения, взрослые, понимаете, о чем говорю. И тогда все становится на свои места, все получают то, что хотят. Естественно, кто способен на взрослые решения. И вот здесь как раз-таки неделя способствует абсолютно взрослым решениям,
и 15 уже января это чувствуется, потому что и Венера, и Солнце, и Марс, и Меркурий в гармоничном аспекте с Сатурном тоже. А это когда все наше внутреннее состояние, наши личные планеты, говорят нам, что мы хотим взрослых результатов, а для этого нужна ответственность, то есть взрослые решения. Можно сколько угодно говорить про легкость, про карты желаний, про душевное состояние и про великий оптимизм. Про оптимизм. Я сама человек-оптимист, но при всем при этом есть взрослая жизнь, где все мы платим по счетам, и здесь есть решения, принятые или нет. И если мы их не принимаем, мы оставляем все как есть. И да, идем дальше. У нас 16 января. 16 января Луна первую половину дня находится в знаке Стрельца, вторую половину дня переходит в знак Козерога. Козерог – это взрослые решения, как ни крути. Это человечность при принятии решений, это про ответственность. И я знаю, сейчас многие перестанут смотреть это видео, но при всем при этом первую половину дня 16 января Луна будет в квадратурах с Сатурну и Нептуну. Когда нам нужно будет принимать решения масштабные, мощные, сильные, когда мы будем понимать, что мы хотим в эту жизнь что-то большое. И это такое состояние, когда вот аспекты к Сатурну и к Нептуну, когда нам хочется большего, мощного, и нам кажется, что мы сейчас рубим вот эти канаты, у нас такое чувство жалости, у нас такое внутреннее состояние депрессивного, да. Но здесь нужно таки четко понимать. Сатурн – наши личные границы, Нептун – это наши иллюзии, ожидания и потом разочарование. Никто не любит разочарование, никто не любит принимать взрослые решения, либо нести ответственность за свои решения. Но здесь, опять же, мы будем сердцем понимать, что мы хотим большего, умом мы будем понимать, что нам не хочется делать этот выбор, но бездействие окупится очень тяжело в феврале на самом-то деле. Поэтому очень активная неделя, и пятница 16 января будет таким очень мощным, показательным днем, который скажет нам все-таки, чего же мы хотим. Уйдут уже внутренние противоречия, Юпитер уже распадается со всеми личными планетами, и будет только результат наших действий, фактов, и что мы хотим все-таки сделать. 17 января Луна в Козероге начинает сходиться в оппозиции к Юпитеру. Здесь, конечно же, либо мы противоречиво ругаемся, но тем не менее наше внутреннее недовольство будет нас двигать вперед, либо же мы просто делаем свое дело. Луна в Козероге – это когда мы четко по факту получаем все те результаты, которые мы хотели, к которым мы пришли, или там, где мы не участвовали. Когда Луна в Козероге – хорошее время для того, чтобы заниматься ответственными делами, все, что связано с недвижимостью, все, что связано с работой. Да, возможно, нам это не нравится, но как минимум плюсики в карму будут, потому что Луна в гармоничных аспектах к кармическим узлам. 18 января у нас новолуние. Включается новый лунный цикл. Все добро у нас находится в Козероге в абсолютно гармоничном аспекте с Сатурном, с Нептуном, с Ураном. Распадается уже вообще все аспекты с Юпитером. То есть у нас большая мощная связка в Козероге, и Венера с Плутоном уже в Водолее. То есть нам захочется вот здесь в этот день всем чего-то большего, мощного, интересного своего будущего, раскрытия своих талантов. Захочется новых ступеней в своей жизни. И опять же, все те, кто неделю с 12 января что-то мощное, классное в своей жизни делал, то есть если вы прям каждый день недели семимильными шагами разгребали завалы своей жизни, которые накопились у вас с 2025 года, то есть вы в 2025 году понимаете, что не справились, и объективно таких людей было очень много. Пишите в комментариях, кто не справился. Это абсолютно нормально. Все мы не справились. Я тоже во многих вещах не справилась. И все мы люди, несмотря на то, что я астролог и события вот так вот просчитываю наперед. Но тем не менее, у нас у всех есть эмоции, у нас у всех есть внутренняя сила, и у нас есть третья неделя января, когда мы можем с этим совсем справиться и как раз-таки поднять все свои ресурсы гораздо выше. Понимаете, о чем я говорю? Здесь прийти ко всем своим целям, к реализациям будущим и вообще
от того, как будет прожита неделя с 12 по 18 января, будет зависеть наша следующая неделя, которая начинается с 19 января. Да, дорогие, вот такой гороскоп. Покупка недвижимости, автомобиля, выход за рамки вообще своей жизни и умение позволить себе больше, спланировать свою жизнь на год вперед. Кто не смотрел годовые прогнозы, в конце видео прикреплю. Неделя способствует нашему ускорению, несмотря на то, что это убывающий лунный цикл и новый начинается 18 января. Опять же, у нас эта неделя для того, чтобы доделать все свои завалы и хорошо их разгрести. Опять же, нам это будет нравиться, не нравиться. Да какая разница? Это уже надо просто сделать и пойти вперед, раз уж вы представляете себе свою жизнь такой, какой вы хотите. Очень много возможностей, все планеты дают реализацию, но опять же, будут дни, когда нам будет страшно, будут дни, когда нам захочется полежать, ничего не поделать. Не надо так делать, поэтому ускоряйтесь, идите вперед, принимайте зрелые решения и понимайте, для чего вам это нужно. Вот такой гороскоп, дорогие. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео. Я в режиме свободного времени отвечу. При этом пишите свою дату, время и место вашего рождения и ваш вопрос, естественно, для того, чтобы я понимала, что же открыть. Понимаете, если сейчас здесь вбить дату, время и место отдельного каждого человека, здесь будет совершенно другая картинка. Это астропроцессор на вот определенную дату, которую я вбила, понимаете? Поэтому у нас здесь все разное. И отключаем иллюзию о том, что гороскоп обязан работать у всех одинаково. Он не будет. Он у всех работает по-разному, потому что мы все разные люди. И в разные моменты времени мы делали разный выбор. И это привело нас, согласно нашему характеру, к определенному финалу, который случается этой зимой. Ну что, дорогие, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам продуктивного января и увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.